Всем хай, с вами Бэтгай, и сегодня я наконец-таки готов представить вам свой мод по Friday Night Funkin'. Пока что эта демка, здесь доступна только одна песня, ну и я в принципе покажу, как, собственно говоря, делать моды по Friday Night Funkin'. В описании будут все полезные для вас ссылки, а я пока что хочу сделать так вот. Нет, не так. Как же я делал? А вот, set FPS. 90 FPS надо поставить, чтобы не вылетало. Сам я вряд ли пройду, кстати, этот мод. Так что, блин, надо сначала ботплей проверить. Извините, слишком много сейчас лажаю, потому что недавно, считай, встал. Сразу же для вас видосик пилить. Готова только одна песня, поэтому я буду заходить через фриплей. Да и я думаю, то, что эта песня очень сложная, я думаю, назвать. В общем, давайте посмотрим. Вы, кстати, не обращайте внимания на значок справа. Я думаю, без ботплея я бы это не прошел, не показал бы вам. Сколько длится? 2 минуты. Ну, нормально. Ну, в принципе, да. Это все. Скоро будет готовы вторая и третья песня, а пока же здесь треки Сэнфорда, ну и диалоги, в принципе, с его мода. Теперь я вам хочу показать, собственно говоря, как делать эти все моды. А нужны нам всего лишь 3 приложения. APK Editor Pro, Ibis Paint, который можно скачать бесплатно в Play Market, и FL Studio Mobile, который платен так-то в Play Market, но вы же можете через Google это все скачать. Ну, об этом мы все знаем, да? APK Editor Pro, кстати, важное примечание, нужно обязательно качать версию 1.9.0. И как бы... потому что эта версия самая рабочая. Ibis Paint. Для чего нам нужен Ibis Paint? Ну, допустим, заходим мы в наш мод. Заходим в наш мод и смотрите, вот листаем файлы. Это вот все нам не нужно, нажимаем на стрелку, и нам нужно именно Assets. И еще раз нажимаем Assets, и у меня все это расположено, мой мод, именно как кастомная неделя, поэтому в моем случае нужно заходить в Custom Week, а вы можете сменить какую-нибудь другую модельку. То есть вот берем типа модельку персонажа, именно нашу модельку персонажа, и заменяем ее под другую модель, которую вы хотите сделать именно персонажем, против которого будет сражаться в БФ в вашем именно моде. То есть вы без Paint заходите, вы без Paint, и там накладываете спрайты на персонажа из, собственно, недели, которые вы хотите заменить. В моем случае это была кастомная неделя против Сэнфорда, и я просто наложил на него спрайты своего персонажа. Собственно говоря, вроде как можно это все показать.
как я это делаю, вот так вот. Вот, спрайты Сенфорда, и я вот чисто вот так вот это все заменял. То есть я добавлял слои и вот так вот их все время добавлял. У меня уже была готовая модель, просто это была модель бойфренда, но потом я просто решил сделать мод против себя, а не просто заменять модельку. И вот так вот, собственно говоря, я это все делал. Как делать модельки и как вставлять модельки, я вам сказал, а как их делать, вы сами можете... это уже ваше дело, в общем. Вы сами можете посмотреть, как это делать, и можете вообще сами их нарисовать в том же и без Paint. Но я думаю, дальше нету смысла все это показывать, потому что вот я уже вам показал как я это делал. Или что, как тут? Во, может, нужно просто было нажать. Собственно говоря, потом заходим в VPK Editor Pro и просто меняем саму модельку. А XML не обязательно менять. Просто меняйте саму модельку того персонажа, которого вы накладывали свои модельки. Самое главное просто не забыть потом стереть основной слой, там, где основная моделька была, на которую вы накладывали, то есть это как первый слой считается, вы перед тем, как сохранять свой спрайт, нужно будет первый слой самый удалить, иначе будет видно первоначальную модельку. А FL Studio нам нужен для того, чтобы мы смогли, собственно говоря, сделать музыку. То есть, я так вот сделаю new, просто вот empty, да, допустим, да, 120 BPM. И вот смотрите, я вот в описании я оставлю вот такой вот файлик. И что он делает? А он нам дает, собственно говоря, звуки бойфренда. Собственно говоря, вы видите, да? И так вот их можно удалить. Вы просто вот так можете сделать музыку какую-нибудь из звуков бойфренда, а остальное там музыкальное сопровождение можете сделать, например, в каком-нибудь другом приложении, если вам будет удобно, а можете здесь же. А звуки своего персонажа можете выбрать тоже в BasePaint. Вот, например, выбрать какого-нибудь Drums, вот, например, 808. И вот так вот, собственно говоря, накладывать их. Да, получилось не очень хорошо, потому что я просто делаю туториал. И когда музыка будет готова, самое главное переконвертировать его в формат под названием OGG, чтобы можно было потом это все нормально в мод вставить. Но еще есть одна деталь. Вы должны делать именно голоса и саму музыку отдельно, потому что в самом FNF, в самой игре FNF, там для вашего мода, они раздельно. Смотрите, вот, например, voice track. Вот, это вот inst – это сама музыка, а voices – это именно голоса. То есть их надо отдельно сохранять и отдельно конвертировать в формат OGG. Вот написано. Видите, расширение какое? OGG. Это можно сделать через любое приложение в Play Market, например, аудиоконвертер, которым я, кстати, и пользовался. И, собственно говоря, это все. И дальше вы можете просто свой мод выкладывать куда хотите. Или просто форсить его в пабликах ВК по Friday Night Funkin', тоже вариант. Шутка, конечно же. Можете его просто выложить на какой-нибудь гейм-банан для мобильных модов FNF. Ладно, пофигу. Вообще, как вы будете его выкладывать, это уже ваше дело. Но, надеюсь, я вам помог. Ставьте лайки.